Практически любой мост вызывает восхищение и удивление человеческим умом, сотворивший столь гениальные конструкции. Некоторые из них восходят еще к прошлому веку, а другие представляют собой чудеса современности. Но наряду с привычными переправами через овраги, реки и даже морские заливы, существуют уникальные сооружения, которые просто захватывают дух своей красотой. Хотя человечество уже и научилось делать столь опасные переходы безопасными, но такие леденящие кровь аттракционы все равно не для слабонервных, и рискнуть их преодолеть могут только самые отчаянные смельчаки. Привет, это канал Top Smiles, и сегодня мы подготовили для вас подборку из 10 самых страшных и удивительных подвесных мостов, которые непременно вызовут у вас восторг и восхищение. Поэтому хватайся покрепче за поручни, и поехали. Мост Капеллана, Канада. Расположенный в ближайших окрестностях Ванкувера, мост Капеллана считается не только экстремальным, но и одним из самых привлекательных на планете. Он служит для перехода через одноименную реку Капеллана и находится в сказочно красивой природной местности, в окружении вечно зеленых лесов. У входа на мост можно увидеть тотемные столбы, которые были возведены в честь вождя племени Скваниш. Несколько сотен лет назад его племя проживало на территории современного города, и его именем была названа река Капеллана, а впоследствии и мост. Самый первый мост был построен в 1889 году, разработкой его проекта занимался шотландский инженер Джордж Грант Маккей. Мост, по которому туристы прогуливаются сегодня, был открыт в 1956 году. Его длина составляет 136 метров. Конструкция является абсолютно безопасной и единовременно может выдержать вес 96 слонов. Но несмотря на гарантию полной безопасности, переход по мосту все равно требует немалой выдержки, он расположен на огромной высоте и ощутимо резонирует во время ходьбы. У людей, которые боятся высоты, даже несколько секунд пребывания на мосту могут вызвать приступ головокружения и паники. Также стоит отметить, что мост Капеллана является частной собственностью, поэтому переход по нему является платным. Ежегодно уникальную достопримечательность посещает порядка 900 тысяч туристов, а рядом с мостом на территории построено множество аттракционов и развлекательных заведений. Мосты Root Bridges, Индия. Это мосты, сконструированные из живых корней деревьев, не являются большой редкостью для Индии. Их не строят, их в буквальном смысле выращивают из мощных корней каучукового дерева. Чтобы начать выращивать мост, достаточно просто перекинуть через реку проволочный каркас и внимательно следить, чтобы могучие корни деревьев равномерно его оплетали. На строительство такого моста может понадобиться несколько десятилетий. В длину мосты из живых корней деревьев могут составлять десятки метров. В этом удивительном ремесле местные жители достигли огромных высот. С каждым годом мосты Root Bridge становятся только крепче, и им абсолютно не требуется ремонт. Среди отличительных особенностей таких мостов является небольшая высота и маленький вес. У среднего моста он составляет не более 25 килограммов. Удивительно, но такой мост может уверенно выдержать несколько взрослых людей. Но несмотря на вышеперечисленные особенности живых мостов, проход по ним не перестает быть опасным. Хрупкая сеть из живых корней может в буквальном смысле разорваться под ногой в любой момент. А учитывая то, что мосты являются очень узкими, и перила в их конструкции не предусмотрены, потеря равновесия неизбежно приведет к падению. Мост Кешва-Чака, Перу. Сохранились на планете и опасные веревочные мосты, один из которых находится в Перу. Мост Кешва-Чака многим путешественникам известен под другим названием – веревочный мост инков, ведь впервые такие мосты начали строить во времена правления инков. В настоящее время в Перу сохранился лишь один веревочный мост, длина которого составляет порядка 36 метров. Он проходит на высоте 67 метров над рекой Апуримак. Им продолжают активно пользоваться местные жители, и ежегодно в июне они тщательно ремонтируют мост, ведь для них проход по мосту давно стал обыденностью, тогда как для туристов он в буквальном смысле представляет смертельную опасность. Передвигаться по веревочному мосту нужно очень осторожно, чтобы он не раскачивался, ведь толстые канаты из лозы, которые заменяют перила, служат скорее для моральной, нежели для фактической поддержки. При потере равновесия удержаться на мосту довольно-таки непросто. Вместе с тем, проведение ежегодных ремонтных работ вызвано вовсе не удручающим состоянием моста. Для местных жителей они стали доброй традицией и своеобразной данью предков. Мост Ахуэла, Мексика. Одним из самых опасных и загадочных на планете считается мост Ахуэла, расположенный в Мексике.
Его строительство через глубокий каньон проходило в 1898 году, он служил кратчайшим переходом к городу Приску Ахуэла, где велась активная добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых. Над проектом первого моста трудились сыновья всемирно известного инженера Джона Реблинга, самым известным творением которого является Бруклинский мост. После завершения строительства, этот мост долгие годы оставался одним из самых длинных подвесных мостов в мире. Отличался он и высокой прочностью. Для укрепления его конструкции разработчики использовали стальные тросы, что для конца 19 столетия было серьезным прорывом в строительстве. Мост активно использовался рабочими, а когда золотые и серебряные прииски иссякли, пришел в запустение, ровно как и город Ахуэла. Сегодня проложенный на огромной высоте мост является привлекательным для любителей экстрима. Проход по нему невольно дарит ощущение невесомости, благодаря открытой конструкции и внушительной высоте. Прибавляют страха и расположенные со всех сторон острые скалы. Прилив адреналина во время прогулки по мосту гарантирован. А сегодня этот мост, длина которого составляет более 275 метров, входит в число выдающихся туристических достопримечательностей. Эти места любят посещать поклонники фотоискусства. С моста открывается шикарный вид на каньон. Обезьяньи мосты, Вьетнам. Весьма необычные сооружения для переправы находятся в южной части Вьетнама, в различных районах дельты реки Меконг. По внешнему виду они лишь отдаленно напоминают классические мосты, за что и получили необычное название – обезьяньи. Вопреки распространенному заблуждению, что пригодны они исключительно для переправы обезьян, мосты уже много лет выручают местных жителей. Для строительства столь необычных конструкций традиционно используются толстые стебли бамбука, которые скрепляются канатами. Перила у таких мостов присутствуют исключительно символичные, чтобы благополучно преодолеть один из них. Людям приходится передвигаться сгорбившись. Издалека действительно они напоминают обезьян. Строителями конструкции являются самые обычные местные жители, и поскольку мосты довольно хрупкие, они постоянно разрушаются и их приходится отстраивать заново. Ведь разрушиться хрупкий мост может в любой момент. Для прохода по нему нужно использовать самую удобную обувь с прорезиненной подошвой, в противном случае с тонких стеблей можно легко соскользнуть. Несмотря на то, что мосты используются для переправы через мелководные реки, перспектива искупаться в их мутных водах путешественников не прельщает, а только добавляет азарта. Мост Убэин, Мьянма. Более 150 лет назад жители Мьянмы построили для переправы через озеро Таун-Таме мост Убэин, который разительно отличается от многочисленных подвесных и веревочных мостов, которые можно увидеть в других странах мира. Его строительство началось во второй половине XIX века, во времена правления царя Миндона. Мост построен из драгоценного тикового дерева, понадобилось более 1000 балок, чтобы соединить между собой берега озера Тантаман и Мандалай с Самарапурой. Тиковые колонны, оставшиеся после реконструкции старинного дворца, в буквальном смысле были вбиты в дно мелководного озера, каждый столб был пронумерован. Одной из важных отличительных особенностей конструкции является отсутствие перил, что делает переправу невероятно опасной. Высота моста более чем в 2 раза превышает рост человека, поэтому падение на дно озера, покрытого острыми камнями, может обернуться трагедией. Но кажется, что местных жителей такая опасность нисколько не смущает, они передвигаются по мосту с огромными грузами и даже велосипедами. Длина уникального моста, которым ежедневно пользуются сотни местных жителей, составляет порядка 1200 метров, он располагается на уровне 4-5 метров над водой. Уникальный тиковый мост пользуется невероятной популярностью у туристов. Путешественникам, которые хотят сделать эффектные фото моста Убэин, стоит посетить достопримечательность на закате. Мост Королевского ущелья в США. Самым опасным и впечатляющим на территории Соединенных Штатов считается мост, проходящий над Королевским ущельем в Колорадо. Он является один из немногих в мире, который изначально был построен для туристических целей. Открытие моста состоялось в 1929 году. Без малого 100 лет сюда прибывают любознательные туристы, чтобы полюбоваться панорамным видом Королевского ущелья и протекающей по его дну рекой Арканзас. Для поклонников экстремальных развлечений главной привлекательной особенностью моста остается высота его расположения, а также относительная устойчивость к порывам ветра. Масштабы сооружения довольно серьезные, с ущельем его разделяет 291 метр, тогда как длина моста составляет более 380 метров. В 1989 году необычная достопримечательность была серьезно усовершенствована. Теперь мост не так сильно раскачивается на ветру и прогуливаться по нему стало намного комфортнее.
Путешественникам, которым любование окрестностями с моста покажется недостаточно, предлагают еще один верный способ – прокатиться по канатной дороге на трамвайчике. Основным строительным материалом для возведения моста послужили деревянные доски, и ежегодно во время ремонта на нем заменяют более 200 ветхих досок. Содержание моста в полной мере окупает себя. Его современная стоимость оценивается в сумму более 15 миллионов долларов США. Мост Каррик-и-Рид, Северная Ирландия. Расположенный в британском графстве Антрим, мост Каррика-и-Рид уже давно является одной из самых популярных достопримечательностей региона. Основной массив Ирландии он соединяет с миниатюрным островком Каррик, название которого дословно можно перевести как «камень». Название места, в свою очередь, можно перевести как «дорога к камню», ведь с давних времен миниатюрный островок привлекал местных рыбаков. Именно они и построили первый мост, чтобы в период миграции лосося беспрепятственно добираться до острова и заниматься промыслом. Шаткий веревочный мост был доступен для перехода только самым отважным людям, однако неловкое движение могло привести к потере равновесия и стоить жизни. Со временем промысловые места истощились, и мост оказался ненужным. На его реконструкцию была выделена крупная сумма, и сегодня он является популярнейшим туристическим аттракционом. Но несмотря на то, что его серьезно укрепили и дополнили деревянными балками, он все равно остался невероятно зыбким и подвижным. Сегодня его посещают более 250 тысяч туристов в год, а проход по нему является платным и стоит порядка 5 футов. Мост Трифт, Швейцария. Один из лидирующих позиций в списке самых опасных мостов в мире занимает мост Трифт, расположенный в швейцарском кантоне Берн. Он был построен сравнительно недавно, в 2004 году, по инициативе одной из крупных энергетических компаний, которая проводила работы на леднике Трифт. Уже 5 лет спустя была проведена первая реконструкция моста, его дополнили новыми стабилизирующими канатами из стали. Изначально одной из главных его проблем была огромная подвижность. На ветру он сильно раскачивался, что делало проход по мосту смертельно опасным мероприятием. Проходящий над одноименным озером, мост Трифт все равно сохранил статус самого опасного и самого длинного подвесного моста в Европе. Его ширина составляет не более метра, а длина порядка 170 метров. И все это находится на высоте 100 метров от земли. В настоящее время он является привлекательным аттракционом для туристов. Для прогулок мост доступен исключительно в спокойную безветренную погоду. С моста Трифт открывается шикарный панорамный вид на озеро, а в условиях хорошей видимости прекрасно видна часть, расположенной поблизости Италии. Мост Хусаини, Пакистан. Заслуживает внимания любителей экстремальных развлечений мост Хусаини, расположенный в Пакистане. Он был построен для перехода через реку Гунцей, и действующий в настоящее время мост является уже вторым. Дело в том, что для данной местности характерна ветреная погода, а поэтому сконструированный из тонких канатов и досок первый мост был практически полностью разрушен. Конструкция второго моста также не отличается надежностью. Он был построен, как и первый мост, из самых простых материалов – канатов и досок. Мост Хусаини является очень старым, точную дату постройки не помнят даже местные жители. За годы использования многие доски провалились, а зазоры между оставшимися досками стали довольно внушительными. Огромные дыры в мосту и ледяной ветер, который не перестает дуть буквально ни на минуту, делает переход через реку Гунцей невероятно опасным занятием. Мост расположен поблизи одноименной деревни. По воспоминаниям местных жителей, во время перехода по нему погибло не менее 10 человек. Именно он считается самым опасным мостом в мире, ведь постоянный холодный ветер, который дует с гор Каракарума, делает переход по нему еще более опасным. Если понравилось видео, ставь большой палец вверх, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также смотри наши предыдущие ролики, которые тебе наверняка понравятся. Пока.